Всем привет! Сегодня очередная полезная информация для мастеров и самостройщиков. В прошлом видео я вам рассказывал, как у меня потрескался мой фасад, утепленный минватой, покрытый короедом и покрашенный. И, естественно, я решил его переделать. И как сделать вот такую красоту одному, своими руками, не прибегая к помощи специалистов, очень просто. Я расскажу как раз таки в сегодняшнем выпуске. Всем приятного просмотра. Почему я выбрал именно гибкий клинкер? На это есть ряд причин. Во-первых, это сразу готовые модули, это упрощает монтаж, ну и в принципе сразу у вас идет армирование стены. Материал этот изготовлен преимущественно из натуральных материалов. Это калиновая глина, шамот, кварцевый песок, пластификатор и специальные добавки. Размер модуля составляет примерно пол квадратных метра, там плюс-минус, смотря какую плитку вы себе выберете. И вес, соответственно, 4-5 килограмм. Этот критерий мне очень важен, так как я не хотел сильно нагружать фасад моего дома. И плюс очень сильно порадовал срок эксплуатации. Производитель заявляет, что срок эксплуатации составляет от 30 лет и выше. Это тоже очень немаленькое значение. Плюс у меня задача стояла выбрать материал, который легко деформируется и не повреждается при этом. Вот показала цементные составы, показали себя не очень хорошо на солнце. Поэтому это еще одна причина, по которой я выбрал именно гибкий клинкер. Он очень хорошо принимает на себя любую деформацию, то есть тепловые расширения. Он легко расширяется, легко принимает обратно свою форму геометрическую, поэтому это тоже очень важный критерий, по которому я выбирал себе отделочный материал. Также эта плитка очень проста в монтаже, потому что помогать мне было некому, и тоже я подбирал так материал, чтобы это все можно было сделать одному, не прибегая к посторонней помощи. Режется она очень легко, то есть никакого оборудования вам не нужно специального, то есть обычным ножом это все спокойно режется. Чем температура окружающей среды выше, тем она становится мягче и, соответственно, вам будет легче все это порезать. У меня, конечно, было холодновато в тот момент, когда я заснимал это видео, поэтому мне было проще пользоваться ушием. УШМ-кой отрезал, в принципе, тоже очень быстро и легко. Резал ушами, потому что на улице у меня было где-то плюс 10-12 градусов. Плиточка становилась достаточно твердой, и уже было не так легко порезать ее простым ножом. Толщина плитки 4 мм, и сделан он из негорючих материалов, что я, в принципе, решил проверить при помощи газового баллончика. Мне показалось сразу, что материал начал гореть, сразу я расстроился, но потом буквально через несколько секунд успокоился, потому что загоралось, я так понимаю, может быть, скорее всего, какие-то красители выгорали, и тут же он сразу затухал. Попробовал я несколько раз так сделать, поджигал, убирал пламя, и тут же все затухало, огонь самоликвидировался, и больше уже пламя не появлялось. Материал пожаробезопасный, и горение он не распространяет. Сейчас, ребята, мы приступим к монтажу, и чтобы много вопросов в комментариях не задавали, все ссылки по данному материалу я оставлю под этим видео в описании. Перед тем, как клеить гибкий клинкер, я бы все-таки вам порекомендовал подготовить основание. В моем случае это было просто армирование стеклосеткой, но здесь вам нужно понимание иметь, что гибкий клинкер, он не очень толстый материал, он всего лишь 4 мм. То есть если у вас будут перепады большие на стене, неровности стены, то этот материал, гибкий клинкер, он повторит все эти неровности, и это все будет видно. Поэтому лучше все-таки основание подготовить. И я бы вам посоветовал его заармировать, хотя бы стеклосеткой. Хоть клинкер и приклеен на сетку, но дополнительно лишним не будет стену всю заармировать. Это имеется в виду приклейка на утеплитель. Если же у вас стена просто оштукатурена, то, естественно, сетку никакую дополнительно клеить не надо. Можно модули клеить сразу на штукатурку. Предварительно необходимо почистить стены, взять старый шпатель и пройтись по-быстренькому все это зашорхать. Посмотреть, может где-то какие-то сопли от штукатурки остались. Или еще что-то торчит. В общем, чтобы стенка была гладкая и чистая, так как мы будем использовать гребенку небольшого размера. Дальше в видео вы все поймете. Также поверхность необходимо
загрунтовать, чтобы снизить впитываемость основания и, соответственно, распределить ее по всей стене, чтобы наш клей подсыхал равномерно. И также, чтобы быстро вода не уходила из нашего клея. Если водичка будет быстро уходить из материала, из клея, то, естественно, он своей прочности не наберет. Поэтому грунтуем качественно, хорошо, без пропусков, даем высохнуть и только потом приступаем к наклейке клинкера. Использовать я буду клей белого цвета, то есть плиточный клей на белом цементе. И им же сразу, чтобы потом заделывать наши швы. Если вы хотите, чтобы швы были ваши серые, ну, используйте серый клей. Смотрите на качество клея, чтобы его марка была не ниже, чем C2, TE желательно. Буковка Т обозначает, что клей тихсотропный, он предотвратит сползание плитки по стене. А также желательно, я бы вам посоветовал, чтобы еще присутствовала буковка S1. S1 это повышенной эластичности клей. Для фасада это будет самое то, чтобы удерживать все тепловые расширения. Но в принципе производитель рекомендует, чтобы клей был не ниже классом, чем C2. Также необходимо подготовить первый модуль, с которого мы начнем клеить от угла. Потому что наши плиточки в разбежку приклеены, и их нужно отрезать в одну линию. Ну, естественно, чтобы ровненько начать от угла. Еще есть маленький нюанс. Вы когда там с коробки будете доставать, либо при транспортировке, вот эта защитная пленка, бывает, что с какого-нибудь кирпичика, да, и отклеится. В этом ничего страшного нет. Можно взять любой скотч, я использую армированный скотч, заклеиваем кирпичик так же, как заводской, и продолжаем работать. Друзья, напоминаю, что у меня есть телеграм-канал «Основы ремонта», где собираются все мастера и самостройщики, задают вопросы, получают ответы, делятся опытом, общаются. Также и вас будем рады видеть в нашей группе. Ссылку на телеграм-канал я оставлю в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии. Переходите по ссылке на мой канал, заходите в любой комментарий и через комментарий можете попасть в группу. Начинаю клеить я сверху, мне так намного удобнее и проще, хотя некоторые начинают снизу. Объясню почему сверху. Потому что позиционировать модуль удобнее сверху вниз, чем снизу вверх ловить шов. Так у вас всегда все перед глазами, и не бойтесь, модули у вас не сползают, если мы будем использовать качественный клей. У нас тонкий слой клея, все прилипает, никуда ничего не сдвигается. Все спокойно начинаем сверху, и плюс ко всему мы не испачкиваем нижние ряды. У нас идет монтаж сверху, низ у нас всегда чистый. Предварительно я делаю разметку, где будут приклеены наши модули, чтобы лишний клей не наносить на стену, чтобы он не пересыхал. Так как у меня стена ровная, я использую гребенку 4 мм. Еще заострю ваше внимание на том, что от угла я отступаю примерно сантиметр, то есть на толщину шва. Так как у меня клеится только одна стена здания, углы не будут перевязаны. Поэтому это защитит угол от подрыва, от влаги, он затрется, будет просто аккуратненький шовчик по углу идти. Делать все нужно, конечно, быстро, чтобы клей ваш не заветривался. Быстренько нанесли клей и быстро приклеили к нему модуль. Самый лучший вариант придавить клинкер к стене, это прокатать его тщательно маленьким валиком. Я использую прикаточный валик, но это обычный обойный валик для прикатки стыков обоев. Он продается, он резиновый либо пластиковый, и тщательно каждый шов прокатываем, то есть таким образом каждую плитку по периметру прокатываем, и можно побольше валик взять, прокатывать уже всю плоскость, выдавить весь воздух, который может оказаться под плиткой, и сделать качественно свою работу. Здесь, ребята, торопиться не стоит. Да, понятно, что все мы хотим все быстро сделать, чтобы все было быстрее и красивее. Но на самом деле быстро и качественно это два слова, которые рядом стоять никак не могут и произноситься тоже, в принципе. Поэтому здесь не надо спешить, все аккуратненько, тщательно, зато потом вы будете знать. Зато будете знать, что у вас все четко, качественно, потому что смотрел я по другим видео комментарии, и там многие писали люди, что у них там через несколько лет отклеивается там местами. Так вот я вам скажу, местами отклеивается, это значит там, где плитка не приклеена к стене. И в других видео там ребята бывает приглаживают просто шпателями, но здесь понимание физики, то есть какой рычаг, какое усилие вам нужно придать шпателю, особенно чем шире шпатель, тем хуже вы придавите плитку к стене. Вам нужно, чем шире шпатель, тем больше площадь опоры. Естественно, вы силой такой не сможете надавить, чтобы всю эту площадь задавить. Просто вам шпатель не даст. Поэтому даже если вы работать будете и шпателем, то возьмите тогда узкий шпатель, самый узкий, который есть, десятку, семерку. Ну, тогда
в принципе смысла нет использовать шпателя, лучше все-таки прикаточный валик. Он будет лучше справляться с этой задачей. Следующий этап — это затирка швов. Если пройдет много времени, то этот клей засохнет в швах, и вы потом сверху будете наносить свежий. Старый клей будет сдираться, вместе с новым перемешиваться, все на комках, на царапинах, и швы получатся некрасивые. Поэтому наклеили, допустим, несколько модулей и сразу же их загладили. Производитель рекомендует заглаживать, примазывать швы маленьким резиновым шпателем, но это полная дичь, я вам так скажу. Я попробовал, это очень долго, очень неудобно. В общем, представьте, каждый шовчик, тут километры швов маленьким резиновым шпателем делать. Потом я еще специально взял большую терку резиновую, чтобы показать вам. Тоже это не очень удобно, не очень быстро получается и не очень красиво, потому что резина за собой тянет клей, и шов получается не гладкий, а весь рваный. В общем, это тоже не пойдет, поэтому здесь используем метод нанесения шпателем. Шпатель лучше всего с этим справляется. Я этому еще уделю отдельную минутку. Распланируйте работу так, чтобы у вас шло все как на конвейере. У меня вот данный отрезок стены я распланировал, ряд прогнал, тут же сразу заделал швы все. Дальше начинаю нижний ряд делать. Следующий ряд, следующий и следующий. То есть каждый ряд прогнал, приклеил, тут же замазал швы. Работа вся налажена, все идет четко, все своим чередом. Вернемся мы к затирке швов, к заделке швов. Здесь нужно тоже определенное понимание в этой работе иметь. И я сейчас вам поясню, что нужно понимать и знать. Шпатель в этом случае тоже не нужно брать широкий. То есть не надо брать там 30-ку, 45-ку, 60-й шпатель. Здесь тоже действует правило, чем уже шпатель, тем у вас красивее и качественнее получится забить и сделать шов. Если мы будем брать широкий шпатель, допустим 45, и наносить на швы, во-первых, у вас плохо получится забить материал, забить клей внутрь шва большим шпателем. Второй момент, когда вы будете по плоскости тянуть, вы будете просто зашпаклевывать всю эту плоскость. Так как у нас все кирпичики не в идеальной плоскости, так как они имеют разную фактуру, структуру и толщину, то соответственно вы будете тянуть по такой плоскости и наносить лишний слой на шов. И когда вы снимете пленку, ваши швы местами будут торчать, местами будут они в плоскости. В общем, это будет все очень и очень некрасиво выглядеть. Поэтому лучший вариант взять небольшой шпателек 15 по длине, по ширине по своей, и тщательно забивать каждый шов. Здесь тоже не нужно торопиться, нужно понимать, что это тоже очень важный этап в этой работе. Если вы плохо забьете шов, он через какое-то время у вас просто высыпется, там будут дыры, туда будет попадать вода. Зимой вода расширяется, будет потихоньку у вас этот клинкер отрывать от стены. Ну и в общем, все вот такие нехорошие моменты вас ждут. В разные стороны, в общем, мы наносим клей, чтобы он хорошо забивался в каждый шов. И даже заходил местами под плитку, если там есть где-то какие-то пустоты. Остановить работу можно на любом этапе. Главное, чтобы все швы были затерты. Самое главное — поснимать лишний клей, который у вас остался после приклейки последнего модуля. Аккуратненько все кирпичики обошли, лишний клей убрали, и все. И можно уходить, чтобы на следующий день там было свободное место, чтобы заново можно было нанести клей, иметь толщину, чтобы вклеить туда следующий модуль. И это было незаметно. Если вы оставите клей, потом вы будете очищать, а если не очистите, то естественно у вас модуль будет торчать, и этот шов будет впоследствии виден. Поэтому тоже на это обращаю внимание. Остановились, все почистили, идем спокойно отдыхать. На следующий день пришли спокойно и продолжаем работать. По затирке еще очень важный этап. Во всех видео по монтажу гибкого клинкера толдычат, что затирку нужно делать жидкую, хорошо, чтобы забивалась шов, но только есть один нюанс. Все зависит еще от толщины плитки. Если у вас плитка 2 мм, да, может быть жидкий клей и нормально будет. У нас плитка 4 мм плюс слой клея, плюс толщина армирующей сетки. И это выходит 5-6 мм. И представьте, мы забиваем жидким клеем такую толщину. Во-первых, ваш клей потечет, шов останется потом некрасивый, когда высохнет. То есть ваши швы начнут такие сползать, наплывать.
это будет некрасиво. Но самое страшное, что может случиться, это ваш клей, из-за того, что он жидкий, клей даст сильную усадку и пойдет микротрещина. Вот на примере небольшого отрезка под крышей, где мне как бы не страшно попадание влаги, я вам это все продемонстрировал. Сделал небольшой участок из жидкого клея, как рекомендуют производители или другие производители. Поэтому, ребята, все эти нюансы нужно учитывать. И для затирки конкретного клинкера я не рекомендую вам делать жидкий клей. Наоборот, он должен быть еще гуще, чем клей для монтажа. То есть клеим мы на достаточно жидкий клей, саму клинкерную плитку, а уже на затирку мы добавляем немножко сухого клея, либо замешиваем отдельно другое ведро и делаем клей достаточно густой. Вот этим нюансом я тоже очень хочу с вами поделиться, чтобы вы не наделали таких ошибок. По высоте можно тоже все разметить сразу. В моем случае мне нужно было, чтобы верхняя плитка была целая, а снизу мне как бы уже не столь важно, будет там подрезка или нет. Кому важно, делайте наоборот, но разметить все можно. Все модули, они одинаковые. Добавляем сантиметр на толщину шва, все размечаем. Как бы в этом проблем нет. Узкие полоски. У меня узенькая полосочка снизу получилась, но в принципе я так и планировал, она меня сильно не тревожит. Она в глаза не бросается, бросается в глаза. В моем случае это только верхняя часть. Снизу там будет все заставлено потом мебелью, и ничего там видно не будет. Возвращаясь к нашему углу, для чего я вам говорил, что нужно оставлять сантиметр. На мой взгляд, так намного лучше смотрится, чем просто была обрезана бы плитка по углу. Это не очень бы смотрелось эстетично, и плюс ко всему я вам уже сказал, это повышает риски подрыва плитки от угла, затекания туда воды, ветра, попадания и так далее. Поэтому лучше заделать все эти примыкания, и будет и красиво, и качественно. Этот угол можно взять обычную наждачку сотой градации, она с клеем плиточным очень хорошо справляется. И на следующий день, ну или максимум через день, пока клей еще не набрал своей прочности, этот уголок подкруглить и сделать его красивым, ну как вам больше нравится. Я сделал его круглым, и смотрится это очень даже неплохо. Также у меня на стене планируются розетки, поэтому перед тем как заклеить их, я высверливать уже буду потом по факту. Сразу надо оставить отметки где-нибудь на стене, где-нибудь рядышком, там где у вас есть возможность. Переносим наши размеры и заклеиваем спокойно розетки, подрозетники. Потом по этим же размерам все это легко уже вырезается по месту, по факту. Но самое смешное в том, ребята, забегая наперед, я вам скажу, что в итоге я поставил наружные розетки защита IP44. И для чего я делал эти подрозетники, я до сих пор сам так и не понял. Но пусть они будут уже теперь. Я их не стал не забивать клеем, просто сверху поставил накладную розетку уличную. И на этом все. Но на самом деле я просто искал розетки именно внутренние, уличные. Но я так и не нашел. Не знаю, может они где-то и продаются. Я и в интернете перелопатил. В общем, с защитой такие розетки я не нашел. Именно уличные IP44. Подходя к самому приятному этапу в этой работе, это снятие пленки. Производитель данного клинкера рекомендует сразу же, в первый же день после наклейки, снимать эту пленку, мотивируя тем, что клей на пленке на солнце может въесться, приклеиться к плитке и потом просто не сняться. Я здесь так не боялся, потому что у меня, во-первых, под крышей солнышко не так припекает, поэтому я оставил это все на следующий день. Но, в принципе, я вам так хочу сказать, если вы, допустим, будете клеить в жаркую погоду на солнце, если вы за день стенку поклеите, то максимум на следующее утро уже пленочку все-таки снимать. Не экспериментируйте с этим, потому что можно испортить всю работу. По-свежему я не снимал по одной простой причине, потому что это слишком маркая работа. Клей еще свежий, все это клипнет к рукам, выможется плитка. Ну зачем это надо? Нужно дать клею чуть подсохнуть, подветриться и спокойно снимать. Не путайте эту плитку с другими производителями, которые рекомендуют наоборот через 2 суток, не раньше, снимать пленку. Нет, у данного производителя другая технология. Здесь пленка снимается
сразу. Но я вам уже дал совет, можно оставить на ночь и на следующий день все чистенько снять. Пока клей свежий на следующий день, она очень легко отходит от стены. Если вы дадите клею 2 дня, 3 дня постоять, то есть пленка уже гораздо хуже отходит от стены. Не потому, что она приклеивается к стене на клей, который нанесен на пленке, а потому, что плиточный клей набирает свою прочность и становится уже как зашпаклеванная стена. Эту пленку уже становится достаточно трудно снимать. Здесь я вам показываю снятие пленки через 2 дня. На сухую плохо снимается, но пользуйтесь вот таким лайфхаком. Берете обычную пырскалку какую-нибудь садовую, попырскали на стену, увлажнили чуть-чуть клей, смочили его. Он становится мягким, размягчается, и уже гораздо проще эта пленка снимается со стены. Да, хотелось бы сразу всю эту красоту оголить и сразу все это увидеть, но вы поклеили какой-то участок небольшой стены, на следующий день сняли пленку, продолжаете дальше клеить. Ну, единственное, в месте стыка, где вы будете пристыковывать следующий ряд модулей, оставляйте на одном кирпичике пленочку, чтобы вы могли спокойно залезть туда клеем при затирке швов. Ну, в общем, такой вот нюанс. Еще хочу поделиться с вами небольшим секретом. Эту плитку лучше клеить при температуре 15-20 градусов. Самый оптимальный температурный режим. Ни клей не пересыхает, плитка становится мягкая и удобно работать. Потому что самый страшный ваш враг — это солнце при работе с гибким клинкером. Солнце, оно пагубно повлияет и на клей, который будет пересыхать на стене. Солнце также будет пагубно влиять на вашу пленку, которая может прикипеть к плитке. И также при высокой температуре плитка становится очень мягкая, ну прям чересчур мягкая, с ней тоже, мне не очень удобно работать. Также и при холодной погоде, при низких температурах, вот я работал, например, плюс 10 было, и плитка, допустим, ножом уже не режется, она становится очень твердая, очень жесткая. Здесь на помощь приходит болгарка. Берете, ставите туда алмазный диск, и все это элементарно режется быстро и легко и просто. От градусов от 15 и выше начинается, плитка становится чуть мягче и уже спокойно режется ножом. Ну, естественно, если плюс 20, плюс 25, она вообще будет резаться как масло обычным ножом малярным. Планирую работу так, что сначала делаются плоскости все, а потом уже остальное все время заниматься всякими мелочами. У вас уже есть сделанный объем, определенные размеры вокруг окон, проще снимать вокруг окон, дверей. Это просто технологически будет правильным решением делать именно такой процесс рабочий строить. Ну и напоследок, самое интересное в этой работе — это отделка оконных или дверных откосов любых проемов. Эта плитка не загибается на углы, как и некоторых других производителей, но на самом деле здесь и плюс, и минус. Допустим, загнутая плитка, она не имеет острого угла. Ну, кому-то это нравится, кому-то нет. В частности, мне это не нравится, мне больше нравится, когда углы острые, по 90 градусов. Поэтому эту плитку уже мы клеим. Принцип работы как и с обычной клинкерной плиткой. Если вы не заморачиваетесь по цветам, можно сразу вырезать на всю длину откоса полоску, сразу наклеенную на армирующую сетку, и приклеить ее. Но в моем случае я буду подбирать цвет плитки на откосе смежной к ней плитки, которая на стене, чтобы она была одинакового цвета. Поэтому я отделяю от сетки каждый кирпичик, раскладываю в ряд по цвету, чтобы совпадал с цветом на стене. Подрезаю по размеру, по ширине откоса. Все это комплектую. То есть не делаю каждую плиточку, снимаю размер, отрезаю и приклеиваю.
так работать не стоит, это будет долго и муторно. Поэтому нарезаем сразу заготовок на боковые откосы, на верхний откос, все это готовим, заводим клей и только потом приступаем к монтажу. Процесс приклеивания здесь уже как вам больше нравится. Можно сразу клей на откос наносить, можно, как я, на каждую плиточку наносить. Здесь кому как удобно, здесь уже не принципиально. Самое главное, чтобы плитка была качественно приклеена к стене. Она будет двумя способами и так качественно приклеена, так как нам позволяет толщина слоя. Все это просто тоненький слой клея нанести и придавить просто плитку к стене. И уже там будет стопроцентное заполнение. Обрамление откосов разных вариантов тоже очень много. Фото в интернете можете найти любое, как вам нравится. Можно и периметр весь окна обрамить, но я не захотел заморачиваться. В моем случае это не очень, в принципе, и нужно было у меня, потому что дверь, окно рядом. Все это все равно бы не очень красиво смотрелось. По поводу верхнего откоса, конечно, мне больше нравится, когда плитка уложена так же, как у меня на боковых откосах. То есть горизонтально она как бы лежит в одном направлении. Если все откосы обрамлены, это смотрелось бы симпатично. Но у меня был такой нюанс, что если бы я также развернул верхний откос, как и боковые, то у меня бы по цвету тогда не совпала плитка на стене и плитка на откосе. Либо лежало бы сразу 3 одинаковых плитки в ряд, что тоже не очень бы красиво смотрелось. У кого насколько фантазии хватает, так мы откосы и делаем. Здесь никаких стандартов и привязок к чему-либо нет. Единственное, на откосах, так как у нас каждая плиточка отдельно без сетки приклеена, нужно дать чуть побольше времени, чтобы клей хорошо впитался. Я, допустим, поклеил эти откосы с утра, а вечером я уже спокойно затер, зашпаклевал все наши швы, чтобы плиточка наша никуда не съехала, не поехала, не оторвалась от стены. А на следующий день она уже полностью присохла, и аккуратненько можно поснимать всю пленку. Здесь пленка тоже, еще раз хочу заострить на этом внимание, у разных производителей разная пленка. У некоторых эта пленка очень тяжело отрывается, и поэтому же они рекомендуют отрывать ее только на второй день, на вторые сутки, точнее на третьи сутки. Но у них может быть применяется клей другой, который на этой пленке, который не боится солнца. У данного производителя здесь они наоборот опасаются только солнца, только того, чтобы ваш клей не отпечатался на плитке. Поэтому и рекомендуют как можно скорее его снять. И плюс он очень мягкий, то есть не нужно рвать сильно. Этот клей не сильно приклеен к этой плитке. То есть мы ее когда потянем, пленку снимать, она не тянет за собой плитку, тем самым не подрывая ее от стены. Этого не нужно бояться, аккуратненько ее снимаем. И не боимся, что подорвется свежий клей от стены. Нужно наши стыки, которые у нас на углу на наружном получились, сделать красивыми. Производитель нам предлагает специальный материал для заделки наружных углов, да и внутренних, в принципе, неважно, для ремонта. Это материал, из которого сделан сам клинкер, уже в цвет, тот цвет, который вы будете заказывать, клинкерную плитку. И аккуратненько, не спеша, все стыки наши просто прошпаклевываем. Можно это делать пальцем, губкой, кто на что горазд. Я забиваю хорошо шпателем прямо внутрь шва. Да, это долго, да, это нудно, да, это муторно, но, ребята, поверьте, оно того стоит. Потом в итоге, когда высыхает, кажется как одно целое, как будто это у вас приклеена угловая плитка. Кстати, у данного производителя нету комплекта угловых плиток уже готовых, поэтому все это нужно изготавливать самому вручную. Но ручная работа, она и смотрится совсем по-другому. Вся плитка приклеена, работа сделана, можно отдохнуть. Но, ребята, еще не все. Теперь нашу поверхность нужно защитить от внешней среды. Для этого производитель нам предоставляет специальный гидрофобизатор, которым нужно покрыть всю нашу плиточку, включая все наши швы. Это тоже продлит срок эксплуатации гибкого клинкера. Не берите сразу за грунтовку, послушайте, что нужно сделать. Нужно взять щетку и посметать весь клей, который остался на швах. После того, как мы снимаем пленку, уже подсохший клей, если
подсыхает кромочка на пленке и остаются вот эти сухари все на каждом шве, и их очень много. И если вы их не сметете, просто жесткую щетку берите и сметайте тщательно все швы, пройдите по всей стене и все посметайте. Иначе вы начнете грунтовать, особенно если валиком. Все эти сухарики налипают на валик, дальше начинают раскатываться по стене. И если вы их не успеете вовремя смыть или убрать, они так и прилипнут к вашей стенке. И вся стена будет в мелких сухарях белых. Ну или серых, смотря какого цвета у вас клей. Поэтому этот нюанс тоже запомните и учтите. Перед грунтовкой нужно хорошо посметать все со стены. Обязательно не ленитесь все в примыкании от мостки к стене или цоколя там к стене. Хорошенько все оттуда пыль поубирать. Потому что это тоже вся эта грязь, весь этот мусор будет налипать на валик и переноситься на стену. Это обычная подготовка. Возьмите метелочку, веничек и все это подметите. Но у меня время столько нету, поэтому я все это убираю пылесосом. Также рекомендую заклеить скотчем малярным все примыкания окон, дверей. Все это проклейте, если хотите, заклейте пленкой, если не уверены в том, что вы аккуратно будете работать и грунтовка попадет, гидрофобизатор попадет на двери или на окна. А так как это улица, солнце, высокая температура, если вы работаете летом, все это очень быстро въедается, особенно в покрашенные двери. И потом эту грунтовку уже вы ничем не смоете. Поэтому желательно все обклеить и себя предостеречь от таких вот казусов. У меня клинкер с сильно выраженным рисунком, то есть такой штамповка глубокая, поэтому у меня будет увеличенный расход гидрофобизатора. Поэтому в зависимости от фактуры, структуры вашей плитки берите нужное количество гидрофобизатора. Если вот такая вся рифленая, как у меня, то берите с запасом. Валиком грунтовать можно, но будет расход большой и плюс, это очень просто долго. Поэтому я грунтовать буду поливизатором, а валиком я отведусь просто от тех мест, где я могу просто запылить с поливизатора стены, окна, двери, чтобы не отклеиваться, потому что отклеивается это дополнительные затраты на пленку самоклеющуюся. Плюс это улица, ветер, все это будет срывать. В общем, на улице не очень удобно с такими вещами работать, поэтому проще всего отвестись сантиметров на 40 на 50 от углов, от примыканий, и дальше все загрунтовать пульверизатором, краскопультом, в общем, чем-то механизированным. У вас и расход будет меньше, и скорость будет в разы больше. После нанесения гидрофобизатора вам покажется, что плитка поменяла цвет. На самом деле после полного высыхания цвет восстановится и будет такой, как был до нанесения гидрофобизатора. Также, друзья, хочу показать вам дешевые светильники, которые можно найти на популярных маркетплейсах. Стоят они там не очень дорого. К ним лампочки тоже можно купить, ретро светят, тоже прикольно. Это лампочки не общего назначения для того, чтобы там освещать мне мою площадку. Это лампочки просто для подсветки стены. Камера так не передает, но ночью в полной темноте очень-очень красиво стенка подсвечена, очень красиво и здорово это все смотрится. А так, если для общего освещения, если вам уже ночью захотелось поярче, просто уже светодиодные лампы большие 120 я повесил, и стало светло как днем, в принципе, под этим навесом. Ребята, кто пропустил информацию, где можно приобрести такой гибкий клинкер, как он называется, ссылку я оставлю в описании под этим видео. Ну а сейчас, как всегда, по традиции ставим палец вверх. Кто еще не подписан на канал, обязательно подписываемся, чтобы не пропустить следующие выпуски. На сегодня все. Всем спасибо, всем пока. Скоро увидимся.